Всем здравствуйте! Сегодня мы отправляемся с Беляшом, с прекрасным котиком Беляшиком на экскурсию в Кабулете. В прекрасный город, который находится недалеко от Батуми. В этом городе мы побывали в последние дни отдыха в поселке Урейки. Нужно ли ехать в город Кабулете? Если вы отдыхаете недалеко от этого города, конечно, можно съездить на день, прогуляться, и вы нисколько не разочаруетесь. В этом городе есть большая длинная набережная, есть детские аттракционы, шикарный парк, множество кафе и ресторанов и даже исторический музей. Пляж в Кабулете, можно сказать, пустынный, каждый найдет себе место, чтобы комфортно отдохнуть. Кабулете – это небольшой город в 21 километре к северу от Батуми. Статус города Кабулете получил в 1944 году. Основная улица города названа в честь грузинского царя Давида Агмашинебели, что в переводе с грузинского означает «строитель». Он объединил Западную и Восточную Грузию и был прадедом известной царицы Тамары. Кабулете – второй по величине город в Аджарии. Несмотря на то, что город молодой, населен Кабулете не одно тысячелетие. В окрестностях обнаружены исторические памятники каменного, античного и феодального периода. Также Кабулете входил в древнее Колхидское царство. Были обнаружены амфоры и другие глиняные артефакты V века до нашей эры. В то время Колхида имела тесные связи с Древней Грецией, а позже с Византией и Понтийским царством. Все обнаруженные исторические ценности можно увидеть в историческом музее города. Кабулете является курортным городом. Городские строения и дома начинаются в 5-10 метрах от морского пляжа. Длина пляжа более 10 километров, а ширина от 5 до 15 метров. Преимущество курорта в том, что здесь всегда можно найти укромное местечко. Инфраструктура в Кабулете хорошо развита. Здесь множество отелей, гестхаусов, кафе, ресторанов. Вдоль пляжа располагается пешеходная набережная. На территории пляжа работают летние кафе, пляжные рестораны, дискотеки. Также здесь можно покататься на банане, катамаране, скутере, парашюте. Пляжи оборудованы зонтиками и лежаками, которые можно арендовать. Главным развлекательным центром в Кабулете считается парк Цитинателла. Также неплохо провести время можно в национальном парке Мтирала. Увидеть совершенно уникальную природную зону можно в экологическом заповеднике Испании. Многим кажется, что это обычное болото, однако это не так. В этих болотах сохранилась уникальная экосистема. Поверхность болот покрыта 25-сантиметровым слоем белого мха, который никогда не уходит под воду. Этот мох является растением, дошедших до наших дней с доисторических времен. Во время миграции на болото Испании садятся для отдыха 122 вида перелетных птиц. В болотах встречаются и растения, не характерные для субтропической зоны. Например, хищное растение ряска, которое питается комарами, мухами и другими насекомыми. Непременно стоит посетить церковь Вознесения. Святыня расположена в южной части города. Церковь представляет собой небольшое каменное здание, увенчанное башней. К сожалению, мы не успели посетить эту церковь, но побывали в церкви введения во храм Пресвятой Богородицы на улице Агмашинебели. Эта церковь открылась в 1997 году. Расписал ее иконописец Иоанн Бабилодзе. Между Кабулете и Чакве
На одном из холмов в деревне Цехисдзири находятся руины удивительно красивой и уникальной византийской крепости Петра. Это целый историко-археологический комплекс. В него входит несколько древних поселений и непосредственно церковь. То есть вот мы видим ряды, это лимонный лабиринт. То есть можно там ходить вот как по лабиринту. Гуляя по городу, обязательно стоит посетить главную площадь Кабулети – Тавису Плеба. Площадь украшает два строения – здание муниципального совета и дом культуры, выполненный в футуристическом стиле. Севернее церковь Пресвятой Девы Марии и Джорджия Пэлас находится городской парк Кабулети с дорожками среди сосен, летней эстрадой, детскими аттракционами, домом артиста и танцующим фонтаном. В Приморском парке Кабулети расположено кафе «Сансет», в котором мы побывали. Также стоит посетить краеведческий музей Кабулети. Это очень интересное место для тех, кто хочет больше узнать об истории Кабулети и его окрестностей. Открыли его в 2012 году. Среди экспонатов можно увидеть старинные предметы быта, оружие, одежду и украшения, найденные во время раскопок в окрестностях города. Отдыхая в Кабулете, можно также съездить в парк миниатюр, парк музыкантов или на форелевую ферму. Чтобы перекусить, в Кабулете очень много кафешек, ресторанов. Также можно подкрепиться у уличных торговцев. Мы, например, покупали беляши с картошкой и мясом. И прямо на берегу моря устроили перекус. Roll over to the soul. He's the winner. Take a hat and go. He wants, he gets, he's king of the night. Yeah, man, we got it. You'll be tripping and be dipping on the soul tonight. Ain't like we don't know what's going on. Deja vu.